Друзья, всем привет! Сегодня мы сделаем примерно вот такой складной винт для моего самолета-долголета. Естественно, такой пропеллер для него маловат, и таких больших купить не представляется возможным, потому что для моего самика нужен вот такой размер. О, видите, даже в кадр не помещается. Стоял вот такой пропеллер. И оказалось, что у него очень маленький шаг. Ну, в общем, я уже на позднем этапе проектирования это и так уже понял. Сразу что-то я не допетрил почему-то. И все, в общем-то, подтвердилось. С таким пропеллером самолет просто не способен летать более 50 км в час. Если быстрее, он уже сам по себе начинает тормозить. Ну, либо надо как-то увеличивать очень сильно обороты. Так как другой движок ко мне пока что не пришел, я буду модернизировать пропеллеры. Один я уже, кстати, модернизировал. У этого шаг винта процентов на 30 больше, соответственно, и скорость максимальная процентов на 30 больше. Но прикол в том, чтобы настраивать самолет, а точнее настраивать его на планировании, нужно добиться того, чтобы пропеллер не мешал полету. Это достигается созданием складного винта. То есть, когда движок работает, пропеллер распрямляется и начинает тянуть самолет. Когда движок мы выключаем, пропеллер должен складываться вот так. И все, и не мешать полету, потому что сопротивление будет очень маленькое. А когда, кстати, он распрямляется, и даже движок не работает, он все равно вращается, по-любому от набегающего потока воздуха. И он тормозит всем кругом, всем диском, всей площадью вот этого круга. То есть сопротивление просто гигантское, самолет не разгоняется. Надеюсь, доступно и быстро объяснил. А теперь мы приступаем к изготовлению вот такого пропеллера из вот такого. Ну, задача, как видится мне, не такая уж-то и сложная. Сегодня будет токарка, а возможно даже и фрезеровка. Да какой там возможно? 100% будет фрезеровка. Благо есть подходящая по размеру болванка. Материал D16T. Есть все необходимые печати ОТК. Так что здесь беспокоиться нечего. Ушел в работу и выточил вот такие детали. Это, собственно, корпусина основная. Она еще будет облегчаться. Пока не знаю как. Но вся геометрия уже готова. Здесь будут крепиться лопасти. Ну, а здесь будет крепеж к двигателю. А по центру, соответственно, центровочное отверстие. Выточил еще две вот таких штуковины. Эти штуковины сделаны ребренами, чтобы хорошо приклеиться к винту, склеиться с композитами, в общем, стать единым целым с лопастью винта. Теперь вот по размеру можно отрезать, делать тот угол, который мне надо, и приклеивать предварительно. Выточил титановые болтики. Теперь ролики рифленые уже качаются. Разметил немножечко винтик. И все, друзья, уже можно... Обычный шариковый пенопласт внутри. И опять же, заметьте, никто его не выковыривает оттуда. Сделал такой незатейливый кондуктор. Отмерил требуемый для меня шаг винта. Скажу вам сразу, шаг увеличил вдвое. То есть вот эта палка, она здесь прилегает на кончик лопасти.
И получается, ранее она была где-то на вот такой высоте, на половинной. Сейчас она поднялась в 2 раза выше. Соответственно, скорость тяги будет в 2 раза больше. Кондуктор выглядит вот так. Сначала приклеиваю одну лопасть на эпоксидку специальную, подпер палками со всех сторон и по краям, и снизу сделал ложемент. Вот. И когда она подсохнет, эта смола, я просто этот шарнир переверну и приклею вторую лопасть. Все будет абсолютно одинаково, абсолютно идентично. Лопасть ляжет в тот же ложемент. Ту же длину выберу. Все будет абсолютно одинаковое. А потом уже можно будет снимать лопасти по отдельности и карбонизировать их, укреплять. Вторая лопасть лежит, ждет. Она уже обработанная. Сточил лак, добрался до карбона. Вот. Иначе к лаку оно не особо хорошо прилипнет. После предварительной склейки мы получили 2 лопасти с нужным углом. Все четко фиксировалось. Теперь нужно немножечко обточить и продолжать укреплять. Накладывать листы карбона вот так вот петлей вокруг. Закарбонизировал каждую лопасть. Положил вокруг 6 слоев карбона и обмотал кевларовой нитью, чтобы в этом месте не разлущивалось, не растрескивалось. Думал еще прокладывать, еще усиливать в последующем. Но вот сейчас так посмотрел. Собрал уже пропеллер на титановых болтиках. Получается довольно-таки жестко. Упор сделал в нужном месте. Лишнее надо будет еще потом в последующем пообточить, как я уже говорил. А сейчас надо сделать еще один упор, который будет ограничивать пропеллер вот в этом состоянии. То есть, чтобы лопасти не захлестывало вот так, например. Потому что если он в полете вот так перевернется, то, мне кажется, он уже не сможет раскрутиться, лопасть уже не отбросит в эту сторону, а будет отбрасывать туда, вниз. И они вот так 2 лопасти будут крутиться, будет трясти с адскими вибрациями. А так вот прям вообще очень жестко все получилось. Чтобы делать стопора для лопастей, нужно найти где-то вот в отдаленном месте центр, чтобы потом зафиксировать на одном расстоянии каждую лопасть, чтобы было как можно точнее. Потом при раскрутке лопасти будут одновременно раскрываться и не будут они, знаете, так хлопать. То одна, потом вторая с жутким дисбалансом. Ну, в общем, прицепил палку и теперь прям по месту. Примерно вот так ищу центр. Вот то, о чем я говорил. Вокруг этой точки и будем плясать. Нужно сделать абсолютно равное расстояние между лопастями от центра. В таком вот незатейливом виде опять будем сушить. Вынул титановые болты, потому что они могут склеиться, и их уже будет невозможно просто извлечь. Поэтому повставлял в палки, их на крайняк можно будет просверлить заново вместе с эпоксидкой и выровнять отверстие. В общем, вот так это выглядит. Сами стопора вон там уже залиты карбончиком. Ну, а на этой плоскости, где замотана зеленой изолентой, они держатся. Когда смола полимеризуется, мы посмотрим, что получится. Пока что на данный момент лопастя после снятия с кондуктора выглядят вот так. Есть ярко выраженный упор, который в абсолютно точном месте располагается. Все уже настроено. Теперь у нас выскочила следующая проблема. Надо продолжать совершенствовать центровую железяку. Поставил фрезу по алюминию и потихонечку снимаю лишнее. Это будет наш обратный упор. То есть сюда упор у нас есть, а вот сюда упор чрезмерный и лопасти под большим углом. Стоят, не выпрямляются. Надо стачивать лишний металл. Облегчать буду любыми доступными для меня способами. А потом будет балансировка. Видите, я уже здесь подготовился. Но пока рано балансировать. Деталь слишком тяжелая, она просто падает на магнитах. Не держится. Вот смотрите. Раз. И сработали вот эти упоры. Здесь еще какие-то пружины надо реализовать, чтобы натягивало.
Для дальнейшего облегчения прицепил на оправку заготовку и сниму вот в этих областях немножко лишнего металла. Сильно гусарствовать нельзя, потому что все это дело на винтике М4 держится. Поэтому потихонечку по 1 миллиметру буду снимать. Для начала попробуем вариант, основанный на резине. Прикольно выглядят ушки. Самолет немножко ушастенький теперь, как зайчик. Но как они в работе? Я уже все подключил на аппаратуру, и давайте дернем, попробуем. Раскрытие. Закрытие. Закрытие жестковатое, конечно. А в полете я даже не знаю, будет ли оно закрываться, потому что винт будет продолжать вращаться набегающим потоком воздуха. То есть там либо пружины подбирать нужно, либо нужно настраивать, чтобы мотор стопорился резко. Я пробовал программировать регулятор, при том, что у меня даже есть специальный программатор этой фирмы. Вот так он выглядит. Хобби-винговский программатор, но что-то я не смог запрограммировать. Пикал, не входит в режим программирования, хоть ты тресни. Ну так-то более-менее нормально работает. Уже, в общем-то, можно пробовать, тестировать. Но я сейчас, друзья, хочу попробовать сделать пружинный механизм. Хотя вот здесь, что хорошо, резина, она смягчает. Попадает как раз вот сюда и смягчает удар от раскрытия. От закрытия не спасает, но от раскрытия смягчает, что очень хорошо. Давно я этого не делал, но все-таки сумел по пикам запрограммировать двигатель. То есть вот эта штуковина, друзья, она может программироваться не только лишь всякими различными картами и программаторами, но еще и по пикам. Я вам даже сейчас продемонстрирую примерно, как это выглядит. Ручку газа надо вверх поднять, чтобы войти в режим. Но для начала надо выключить его. То есть при полностью выключенной сети мы поднимаем ручку вверх, после чего присоединяем разъем. И регулятор начнет издавать сейчас интересные звуки. О, слышите? Это он вошел в режим программирования. И теперь, смотрите, 1 пик, 2 пика, сейчас 3 пика будет. Сейчас будут длинные пики. А, это еще коротких 4. Вот, сейчас длинные. О. После чего мы должны найти документацию на регулятор. И вот здесь вот все написано, что за что отвечает. Видите, 1 пик отвечает за тормоза. Но, чтобы его запрограммировать, надо знать, сколько пиков вкл и выкл. Вот здесь пики. 1 пик off, выключенные тормоза, так идет по умолчанию. 2 пика включенные. В общем, настроил я тормоза, и это выглядит вот так. Сейчас я перезапущу и покажу вам. Смотрите. На выключении звук слышите какой? Оп. Мотор довольно-таки сильно сопротивляется теперь. И теперь при сбросе газа и полном его выключении у нас 100% будет складываться винт, потому что он будет сопротивляться вращению, так как подключены тормоза на двигатель. Видите, как быстро останавливается. Оп. Очень резко. Это круто на самом деле. Я хотел это сделать, но боялся тех самых пиков. Потому что довольно-таки сложно там это все понять, если редко делаешь. Ну вот сейчас разобрался, опять через год буду делать. Опять все позабываю, надо будет полчаса сидеть, вспоминать. Вот оконечный вариант. Работает на пружинках теперь. Надеюсь, они не растянутся, будут хорошо работать. Усилие для раскрытия небольшое. Вот делаю руками вращательное движение. И лопасти норовят открыться. Хоть и присутствуют удары, но все прекрасно работает.
Все нормально. Рабочая вещь получилась. Осталось лишь усовершенствовать, и тогда точно ничего нигде не поотрывает, все будет прекрасно работать. Тормоза, конечно, дико круто работают. Смотрите, раз, оп, все. Немножко облегчил и немножко слесарочки. Зашлифовываю все грани, сглаживаю углы. Такие детали очень любят подобную обработку, чтобы уменьшились концентрации напряжений и прочее. В общем, удалось вес уменьшить на 40% благодаря вот этим выемкам, отверстиям и вот этим выемкам. Ну, деталька уже вроде бы как с претензиями на легкую. Все равно тяжеловатая, но более страшно облегчать, потому что такие вот удары есть. Мало ли, чтоб не разорвало ее в какой-то момент и не получился казус. Все, друзья, теперь пропеллер полностью готов. Из нового добавил здесь резиночки. Ну, то есть это такие силиконовые вставки, их не особо хорошо видно. Чтобы не так жестко бахало, чтобы хоть чуть-чуть амортизировало. Ну, жесткости должно хватить, все должно выдерживать, по идее. Давайте взвесим, сколько весит оконечный вариант, и попробуем его в деле. Мы с вами летали, как вы помните, на вот этом пропеллере. Он весит 175 грамм. Но здесь еще кое-что было. Это не суть важно, но было еще две таких штуки, потому что без него нельзя. Это проставка, ибо винтик вот так на двигатель не нацепишь. Нужна проставка, чтобы он, дистанционная шайба, чтобы он не топорщился вот в этих углах. Итак, за базу берем 190 грамм, а наш пропеллер получился 214 грамм. То есть всего лишь на 25 грамм больше. Но между тем он складной и имеет в 2 раза больший шаг. То есть изменения явно будут налицо. Вот так он выглядит в сложенном состоянии. Ушки прям какие-то анимешные получились. Вообще. Вообще, именно анимешные ушки. Ну, мне очень нравится, друзья. Смотрите, подключил ваттметр. Сюда буду ставить камеру, и мы будем смотреть, что происходит с потреблением электроэнергии. Потому что на старте мы сейчас проверим, и я вам скажу, сколько он жрет, этот двигатель. Не, ну он и прет, конечно, но и жрет много. Видите, раскрытие вообще бесшумное было. Ну, закрытие трудно так осуществить, потому что тормоз резко включается. Вот так, бах. А вот так раскрытие жесткое. А так закрытие. А вот так еще жестче. Ну, в общем, одно могу сказать, что все работает довольно-таки прекрасно. Я уже тут пробовал, тяга никуда не делась, никуда не пропала, она по-прежнему приличная на старте. Но в воздухе она явно будет в 2 раза больше при той же скорости, при 50 км в час. То есть, по всей вероятности, до 80, до 110 он должен разгоняться. До 110 по ветру, допустим, до 80 против ветра. Давайте теперь заценим максимальное потребление энергии. Это можно сделать вот так. Сейчас поддам на полную, и мы увидим. Ватты показываются в нижнем правом углу. Итак, погнали. Вот так, на полную 930 грамм получается. Ну что ж, ребята, у меня на этом все. Винтик получился очень хороший. Мне понравился. Еще больше всего мне понравилось, что я смог настроить тормоза на двигатель. Вот его прям реально тяжко провернуть. И у нас в следующем видеоролике будут очередные полноценные интересные испытания. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!